Глава 2236. Маленькая девочка. Раздался крик Феникса, и из разбитой формационной плиты вырвался шар пятицветного света, прежде чем окутать все тело Баахуа. Вспыхнули пространственные колебания, но как раз в тот момент, когда Баахуа собиралась раствориться в воздухе, снизу раздался нежный, но очень холодный голос. «Ты никуда не пойдешь». Как только голос затих, вода внизу расступилась, и внезапно выскочила тень. Раздался громкий удар, когда Баахуа была отправлена в полет взрывом огромной силы, и слой пятицветного света вокруг нее мгновенно разбился. Только пролетев обратно около 500 футов, ей удалось едва удержаться на ногах, и она не могла не выблевать полный рот крови. Похоже, в результате этого нападения она получила серьезные травмы. Однако она была очень бдительна и вложила всю свою магическую силу в защитный духовный свет вокруг себя прямо перед тем, как была поражена этой атакой. В противном случае, даже если бы эта атака не смогла убить ее, она все равно получила бы гораздо более серьезные травмы. Все остальные, естественно, были очень встревожены, увидев это. Хань Ли немедленно сосредоточил свой взгляд на том месте, где раньше стояла Баахуа, и моментально заметил маленькую и изящную фигурку. Это была маленькая девочка, которой на вид было не больше 12 лет, и она медленно убирала свой маленький кулачок, оценивая присутствующих существ в стадии Великого Вознесения с легкой улыбкой на лице. У маленькой девочки была смуглая кожа, и она была одета в самую обычную облегающую одежду. Внешность у нее была вполне обычная, но глаза у нее были совершенно серые, словно она была слепа от рождения, а в надперенносе был встроен блестящий черный кристалл. Этот кристалл по внешнему виду был очень похож на тот, который остался после исчезновения тела гигантского насекомого, за исключением того, что он был темнее и меньше и, по-видимому, мог поглощать весь свет. Маленькая девочка была той, кто только что отправил Баахуа в полет, и когда она бросила взгляд на Ханли, тот сразу почувствовал, как холодок пробежал по его спине. Что касается других существ в стадии Великого Вознесения, их тоже очень встревожил быстрый взгляд маленькой девочки. Несмотря на то, что она не представилась, тот факт, что она смогла отправить Баахуа в полет одной атакой, был явным признаком того, что она, скорее всего, была королевой стимбареров. Что же касается того, чем было это гигантское насекомое раньше, то сейчас ни у кого не было свободных сил беспокоиться об этом, все их внимание было полностью сосредоточено на этой маленькой девочке. Никто не мог ясно увидеть удар, который только что отправил Баахуа в полет, просто это было слишком быстро. Единственным, чье выражение лица здесь осталось неизменным, был Дао Се. Он равнодушно оценивал маленькую девочку, в то время как дуги серебряных молний появлялись над его телом, образуя молниеносное одеяние. Бессмертная марионетка. Как интересно. Я не думала, что увижу что-то подобное в Нижнем мире, сказала маленькая девочка, оценивая Дао Се с заинтригованным выражением лица. Вы настоящая королева стимбареров? Спросила Баахуа, когда она наконец восстановила дыхание, выбитое из нее предыдущим ударом. Ты хочешь сказать, что тело, которое ты только что уничтожила, не является моей истинной формой? Я избавилась от этого тела 100 тысяч лет назад, и оно было очень полезно для меня, но ты уничтожил его. Как ты все собираешься мне компенсировать это? Холодно хмыкнула маленькая девочка. Получается. Это означает, что твое настоящее тело скрыто под водой, как хитро с твоей стороны. Я также очень удивлена, что ты смогла рассеять силу Небесного Феникса в моей заветной пластине Духа Феникса, вздохнула Баахуа. Заветная пластина Духа Феникса. Это просто бесполезный предмет, содержащий намек на силу законов Небесного Феникса. Он может обладать некоторой пространственной силой, но в моих глазах это не более чем игрушка. Я никогда не сталкивалась с настоящим Дух Небесного Феникса, но я пожрала немало могущественных существ расы фениксов, усмехнулась маленькая девочка с презрительным выражением лица. Женщина в черной мантии уже сунула в руку свою заветную пластину Духа Феникса, и ее сердце сразу же упало, когда она услышала это. Она знала, что не может полностью доверять словам маленькой девочки, но, тем не менее, не осмеливалась использовать свою формирующую пластину. Однако был кто-то, кого заявления маленькой девочки совершенно не убедили. Он был очень уверен в силе заветной пластины Духа Феникса и чувствовал, что находится довольно далеко от маленькой девочки. Этим человеком был никто иной, как краснолицый мужчина, и он внезапно призвал свою заветную пластину Духа Феникса, прежде чем мгновенно раздавить ее. Вспышка пятицветного света окутала все его тело вместе со шквалом пространственных колебаний. Увидев это, на лице маленькой девочки появилось холодное выражение, и она тут же вылетела в виде размытой черной тени. Краснолицый мужчина уже был готов и издал громкий крик, рассекая воздух костяным клинком. Раздался сокрушительный грохот, когда проекция лезвия стремительно ударила в черную тень, разорвав ее на бесчисленные куски. Ха-ха. Краснолицый мужчина радостно расхохотался, и его не волновало, действительно ли его нападение причинило вред маленькой девочке. Для него было важно то, что он собирался телепортироваться прочь.
все остальные были напуганы угрозой королевы Стимбареров, но он собирался телепортироваться прочь, и весьма вероятно, что он будет единственным в группе, кто выживет, поэтому, конечно, он был очень доволен собой. Однако затем его смех внезапно оборвался и сменился мучительным воем. Тонкая рука вонзилась ему в грудь, совершенно не обращая внимания на его защитный духовный свет и доспехи. Оказалось, что маленькая девочка появилась позади него в виде призрака, а ее рука была подобна божественному оружию, способному пронзить все сущее. Маленькая девочка хихикнула, вытаскивая миниатюрную малиновую фигурку гуманоида из груди рыжеволосого мужчины. Это было не что иное, как зарождающаяся душа краснолицего человека, и она изо всех сил пыталась вырваться, но безуспешно. Маленькая девочка открыла рот, чтобы выпустить черную нить, которая с безошибочной точностью ударила в тело краснолицего мужчины, которое мгновенно увяло, прежде чем рассыпаться в пыль. Нет. Она владеет силой закона времени. Спасите меня, товарищи даосы. Зарождающаяся душа яростно металась с выражением ужаса, взывая о помощи в паническом безумии. Намек на недоверие появился в глазах Баахуа, когда она услышала слова «закон времени». Пожилой мужчина и женщина в черной мантии изначально намеревались вмешаться, но они оба немедленно отказались от этих планов, поскольку на их лицах появилось выражение ужаса. Напротив, Хань Ли слегка запнулся, услышав это, прежде чем в его глазах появилось задумчивое выражение. Тем временем маленькая девочка смотрела на маленькую зарождающуюся душу в своей руке, как будто оценивая деликатес, и откусила половину зарождающейся души одним глотком, затем несколько раз прожевала, прежде чем проглотить. Зарождающаяся душа тут же издала душераздирающий крик и потеряла сознание на месте. Несмотря на то, что ему удалось мгновенно регенерировать, свет, исходящий от него, значительно потускнел, а его аура также практически исчезла. Выражение лица Баахуа слегка изменилось, и она подняла руку, пытаясь что-то сделать, но было уже слишком поздно. Маленькая девочка хихикнула, быстро пожирая остальную часть зарождающейся души, а затем с довольным выражением лица облизнула губы. Это должно было быть весьма очаровательным зрелищем, но оно было совершенно демоническим в глазах присутствующих существ в стадии Великого Вознесения. Мало того, что лица пожилого мужчины и женщины в черной мантии значительно побледнели, Баахуа еще и погрузилась в торжественное молчание. Хань Ли оставался совершенно спокойным, но все же махнул рукой в сторону Даоса Се, который немедленно телепортировался к Хань Ли. Казалось, ситуация выглядела не очень хорошо. Королеве Стимбареров удалось ранить Баахуа одной атакой и легко убить культиватора стадии Великого Вознесения. Это определенно было гораздо более мощным, чем они ожидали. Это было настолько мощно, особенно с учетом того, королева Стимбареров только что проснулась. Разве дух древней печати не должен был использовать всю свою силу, чтобы ограничить королеву Стимбареров? Даже в своем нынешнем состоянии королева Стимбареров все еще могла с легкостью убивать существ в стадии Великого Вознесения. Как же паре истинных бессмертных удалось запечатать ее на пике своей силы? В этой истории явно было что-то подозрительное. Однако, прежде чем Хань Ли успел обдумать эту идею дальше, Баахуа внезапно передала ему свой голос. Брат Хань — это не тело королевы Стимбареров, это клон, проявленный из ее души. Таким образом, кроме глубоких небесных сокровищ, все другие сокровища будут бороться с ним, чтобы навредить ему. Вдобавок ко всему, ее владение законом времени очень элементарно, поэтому она не может легко использовать эту силу. Каждый раз, когда она это делает, ее душа будет немного ослабевать. Пока мы используем наши глубокие небесные сокровища, чтобы защитить себя, нам нечего бояться. Откуда ты знаешь так много? Хань Ли не мог не спросить. Мне обо всем этом сообщил дух древней печати. Давайте вместе сдержим этого клона, пока другие наши собратья-даосы уйдут под воду, чтобы уничтожить настоящее тело королевы Стимбареров. Когда ее тело будет уничтожено, ее душа не будет представлять существенной угрозы, ответила Баахуа. Глава 2237. Битва против королевы Стимбареров. Часть 1. Так мы должны просто доверять остальным. Что, если они воспользуются возможностью телепортироваться? Хань Ли спросил через голосовую передачу. Будь уверен, брат Хань, я подделала заветную пластину Духа Феникса, которую дала всем, поэтому пока я не позволю этого, они не смогут использовать пластины формирования для бегства. Хотя я уверена, что они не осмелились бы что-либо подобное предпринять, с улыбкой сказала Баахуа. Сразу после этого она повернулась и передала свой голос остальным. Хань Ли бросил взгляд на пожилого мужчину и женщину в черной одежде, и, конечно же, услышав то, что сказал Баахуа, на их лицах появилось разгневанное выражение. Напротив, выражение лица Баахуа осталось неизменным, и у нее даже хватило смелости улыбнуться им двоим.
Пожилой мужчина и женщина в черной мантии, естественно, были в чрезвычайной ярости. Если бы не тот факт, что они столкнулись с таким грозным врагом, они бы уже легко напали на Баахуа. Прежде чем они успели продолжить общение, маленькая девочка взглянула на них и хихикнула. «Вы подумали, как мне отплатить? Как насчет этого? Отдайте свои зарождающиеся души, и, возможно, после этого я буду сыта, съев еще одну или две. Потому, возможно, я позволю остальным уйти. Вы действительно думаете, что такая вопиющая попытка посеять раздор среди нас сработает? Если мы позволим вам убить еще одного из нас, остальные будут полностью в вашей власти», спокойно ответила Баахуа, а затем немедленно взмахнула рукой в воздухе. Гвоздь императора Земли, вставленный в черный кристалл, мгновенно исчез, а затем снова появился в ее руках. «А, так ты решила сразиться со мной? Ты смогла пережить одну из моих атак, и это, конечно, весьма примечательно. Однако твоя зарождающаяся душа не та, которую я хочу съесть больше всего сейчас. Это его душа. Его духовное чувство настолько сильное, я уверена, что его зарождающаяся душа будет гораздо вкуснее той, которую я только что получила», сказала маленькая девочка с улыбкой, указывая на Ханли. Выражение лица Ханли слегка изменилось, когда он увидел это, а Баахуа и другие тоже были ошеломлены. Судя по тому, что только что сказала королева Стимбареров, казалось, что духовное чувство Ханли было даже более сильным, чем у Баахуа, и это было весьма удивительно. «Если ты думаешь, что моя зарождающаяся душа будет вполне съедобна, тогда приди и возьми ее», сказал Ханли со слабой улыбкой, по-видимому, совершенно не обеспокоенный угрозой маленькой девочки. Баахуа и остальные не могли не восхищаться его храбростью. В конце концов, не каждый мог оставаться таким спокойным и беспечным перед лицом угрозы со стороны такого грозного существа, как королева Стимбареров. «Хорошо, тогда не возражай, если я это сделаю», сказала маленькая девочка, облизывая губы и сжимая кулаки, а затем внезапно вылетела вперед, как размытая тень. Она была так быстра, что мгновенно достигла Ханли, и он даже не мог ясно понять, как она туда попала. Черный пылающий кулак пронзил грудь Ханли, и только тогда тень затвердела, когда малышка снова появилась с улыбкой на лице. Однако в следующее мгновение ее улыбка тут же исчезла, когда зеленая линия без всякого предупреждения вырвалась из тела Ханли, аккуратно разрезав тело маленькой девочки пополам. Что касается Ханли, по которому только что был нанесен ее удар, он внезапно взорвался шаром золотого света. На расстоянии более сотни футов среди всплеска пространственных колебаний появился еще один Ханли, держащий в руках зеленый длинный меч и спускающий намеки на силу закона. «Этот твой меч — величайшее небесное сокровище. Неудивительно, что ты смог уклониться от моей атаки, похоже, победить тебя будет не так-то просто». Раздался взрыв хихикания, и две половины тела маленькой девочки не пролили ни капли крови, зависая в воздухе, в то время как две половины ее рта изогнулись вверх в тревожной улыбке. И пожилой мужчина, и женщина в черной мантии не могли не содрогнуться перед лицом такого тревожного зрелища. Прямо в этот момент Баахуа внезапно подняла руку, чтобы швырнуть в воздух гвоздь императора Земли, а затем внезапно исчезла во вспышке розового света. В то же время ее голос раздался в ушах пожилого мужчины и женщины в черной мантии. «Мы должны действовать сейчас, коллеги Даосы. Только после уничтожения тела королевы Стимбареров мы сможем сбежать из этого места. Мы с уважаемым Даасом Ханем не сможем сдерживать этого клона слишком долго, поэтому вам придется поторопиться». Выражения лиц пожилого мужчины и женщины в черной мантии несколько раз менялись, но, обменявшись взглядами, они могли только стиснуть зубы и нырнуть в воду внизу. Несмотря на то, что они были в ярости из-за того, что Баахуа подделала заветные пластины Духа Феникса, у них не было другого выбора, кроме как работать с ней сейчас. Выражение лица маленькой девочки слегка изменилось, когда она увидела это, и она немедленно попыталась остановить их, но над двумя половинами ее тела внезапно появился гигантский гвоздь, а затем превратился в желтую сеть, которая опустилась к ней. Бесчисленные желтые руны вырвались из сети вместе со взрывом чрезвычайно грозной силы законов. Холодный свет вспыхнул в глазах маленькой девочки, когда ее тело внезапно взорвалось бесчисленными черными нитями, которые разлетелись во все стороны, позволяя ей уклониться от желтой сети. Увидев это, на лице Ханли появилось свирепое выражение, и он издал громкий крик, когда его меч удара глубокого небесного духа также превратился в бесчисленные зеленые нити, которые растворились в воздухе, прежде чем появиться прямо перед черными нитями, а затем выпустили шквал жестоких атак. Все черные нити, соприкоснувшиеся с зелеными, немедленно взорвались облаками черной ци. Ханли указал пальцем вперед, планируя подстегнуть зеленые нити, чтобы искоренить всю эту черную ци, но именно в этот момент облака черной ци внезапно рассеялись, и в следующее мгновение маленькая девочка снова появилась в другом месте среди вспышки черного света, полностью оправившаяся от травм. Она повернулась к Ханли с холодной улыбкой, но как раз в тот момент, когда она собиралась раскрыть какую-то способность, странный аромат внезапно разнесся по засушливой местности вокруг нее.
Сразу после этого появились бесчисленные розовые лепестки цветов, и окружающее пространство внезапно стало чрезвычайно вязким. Маленькая девочка была очень встревожена этим и быстро попыталась убежать, но внезапно над ней возникла Баахуа, неся гигантский световой шар, который она тут же подняла высоко. Световой шар взорвался, и из него вырвались бесчисленные руны, и все они были чрезвычайно ослепительны. В эпицентре взрыва появился луч зеленого света, превратившийся в крошечный зеленый росток, который в мгновение К превратился в небольшое дерево и все еще рос с быстрой скоростью, заметной невооруженным глазом. Внезапно над ладонью Баахуа появилось огромное зеленое дерево. Пятнышки розового света появились на ветвях дерева, превратившись в розовые цветочные бутоны, которые мгновенно распространились по всему дереву. Затем Баахуа начала произносить заклинание, и цветочные бутоны медленно распустились, превратив зеленое дерево в розовый цвет. Розовые цветочные проекции заполнили все пространства в радиусе десятков тысяч километров, создав огромное розовое море. Это глубокая область небесного духа. Воскликнула маленькая девочка, когда ее улыбка наконец исчезла, и на ее лице появилось свирепое выражение, а вокруг нее появились бесчисленные серые руны. Окружающее пространство начало искажаться и деформироваться, и казалось, что она изо всех сил пытается вырваться из владений. Все владения также начали сильно дрожать, как будто изо всех сил пытались удержаться на месте. На лице Баахуа появилось настойчивое выражение, когда она поспешно закричала: «Ударь сейчас, уважаемый Даос Хань!» Как только ее голос затих, она схватила ветку дерева и оторвала ее, прежде чем нанести удар по маленькой девочке внизу. Все огромные цветы на ветке мгновенно превратились в пятицветные руны, которые мгновенно исчезли, а маленькая девочка издала мучительный крик, когда одна из ее рук внезапно исчезла. В то же время исчезла и ветка в руке Баахуа. Однако в следующее мгновение маленькая девочка смогла вырастить новую руку во вспышке черного света. Баахуа немедленно оторвал еще 2 ветки от дерева, а затем ударил ими по маленькой девочке. В следующее мгновение обе руки маленькой девочки исчезли одновременно. В глазах маленькой девочки появился свирепый взгляд, и она отрастила обе руки одновременно. Тем временем Хань Ли с серьезным выражением лица делал ручную печать, и внутри его тела сразу же разразилась череда трещин и хлопков. Затем по всей его коже появилась серия пурпурно-золотистых чешуек, а на лбу появился короткий рог. В то же время из его тела выросли 2 одинаковые головы и 4 дополнительных золотых руки. 3 головы одновременно издали громовой рык, и на надпереносе каждой головы открылся 3-й демонический глаз, внутри которого вспыхнул пурпурно-золотой свет. Хань Ли раскрыл свое тело святой нирваны в максимальной степени. Его аура увеличилась более чем в 10 раз. Она стала во много раз сильнее, чем была раньше. Он схватил свой меч удара глубокого небесного духа обеими руками, прежде чем злобно полоснуть им по пойманной в ловушку маленькой девочки. Раздался взрывной грохот, и пространство перед Хань Ли внезапно рухнуло, когда ци мирового происхождения в окрестностях в безумии направилась в зеленый меч, высвободив ужасающую ауру, подобную судному дню. Глава 2238. Битва против королевы Стимбареров. Часть 2. Это был первый раз, когда Хань Ли высвободил всю мощь своего меча удара глубокого небесного духа после достижения стадии Великого Вознесения. Проекция зеленого полумесяца меча вылетела из рухнувшего пространства, и бесчисленные полупрозрачные руны в ярости вырвались из его поверхности. Схлопнувшееся пространство и зеленый полумесяц затем взорвались в унисон, и бесчисленные руны и зеленый свет объединились, образовав длинную почти прозрачную нить, прежде чем внезапно исчезнуть. Полупрозрачная нить казалась самой обычной, но в момент ее появления все небо потемнело, а окружающее пространство начало ритмично искажаться. Все пространство изгибалось к полупрозрачной нити, словно почтительно кланяясь. «Невозможно. Это нить законов», — воскликнула маленькая девочка, когда на ее лице появилось ошеломленное выражение, и слой черного пламени внезапно вспыхнул над ее телом, когда она надела костяной доспех, пронизанный бесчисленными острыми шипами. Бесчисленные серые руны непрерывно вздымались в черном пламени, и каждый костяной шип был прозрачен, как нефрит. На поверхности доспехов можно было увидеть бесчисленные серебряные узоры, и в следующее мгновение полупрозрачная нить появилась прямо перед маленькой девочкой среди всплеска пространственных колебаний. Она была обездвижена сферой духов, поэтому могла только наблюдать, как нить законов приближалась к ней. Ее костяная броня и этот слой черного пламени сумели создать небольшую помеху полупрозрачной нити, но в конце концов они оба были прорваны. Маленькая девочка издала мучительный крик, когда ее тело было разрезано пополам в талии, и внезапно по всему ее телу появились тонкие раны, прежде чем она была разделена на бесчисленные куски. Хорошо. Баахуа была в восторге, увидев это, и немедленно наложила ручную печать, после чего массивное цветочное дерево уменьшилось до высоты всего лишь полфута. Затем из миниатюрного дерева вырвались ореолы радужного света, и Баахуа схватил его, прежде чем быстро пронестись по воздуху внизу.
Ветви и бесчисленные цветы на дереве мгновенно засохли, и в то же время вокруг кусков расчлененного тела маленькой девочки появилось бесчисленное количество гигантских малиновых цветов. Каждый малиновый цветок раскрыл свои лепестки, прежде чем окутать один кусок плоти, а затем взорвался шарами розового света. Когда все взрывы завершились, от тела маленькой девочки ничего не осталось. В этот момент миниатюрное дерево Баахуа явно исчерпало всю свою силу и вздрогнуло, прежде чем раствориться в воздухе. Вся духовная сфера также резко возросла, прежде чем распасться. Таким образом, Хань Ли и Баахуа были единственными, кто остался в этом пространстве. Я не думал, что ты способен раскрыть нить законов, брат Хань. Твое мастерство своего глубокого небесного сокровища поистине необычайно, сказала Баахуа со своеобразным выражением лица. Значит, эта штука известна как нить законов. Как и ожидалось, она гораздо мощнее, чем то, что я смог высвободить в прошлом, размышлял вслух Хань Ли, взглянув на свой зеленый длинный меч. Баахуа была весьма озадачена, услышав это. Ты впервые проявляешь эту нить, Даос Хань? Действительно, это так. Я только сейчас пытался максимизировать силу этого глубокого небесного сокровища в меру своих способностей, ответил Хань Ли. Я не знаю, что сказать. Может и быть так, что это глубокое небесное сокровище было возвращено в твоем теле с самого начала. В противном случае практически невозможно проявить нить законов с помощью глубокого небесного сокровища. Бесчисленные владельцы глубокого небесного сокровища совершенствовали и лелеяли свои небесные сокровища долгие сотни тысяч лет, но до сих пор не могут даже начать понимать нить законов, сказала Баахуа с кривой улыбкой. Значит, мне очень повезло. По сравнению с этим, меня больше интересует глубокая сфера небесного духа. Не могли бы вы рассказать мне об этом? Спросил Хань Ли. Глубокая сфера небесного духа — это то, чего мне удалось достичь только после того, как я приложила бесчисленные усилия и обратилась к неполному древнему фолианту. Однако есть еще много частей, которые требуют дальнейшего усовершенствования, и она не может сравниться с настоящей областью духа. Если тебе интересно, я буду рада рассказать об этом как-нибудь, ответила Баахуа. Это было бы здорово. Если отложить это на данный момент, действительно ли нам удалось уничтожить клон королевы Стимбареров? Почему я все еще чувствую себя довольно неловко? Спросил Хань Ли, нахмурив брови. Клон королевы Стимбареров должен быть далеко не таким могущественным, как сама настоящая королева Стимбареров, поэтому он никоим образом не смог бы пережить наши совместные атаки. Однако чувство беспокойства в моем сердце тоже не утихло, сказала Баахуа, и выражение ее лица слегка потемнело. Означает ли это, что клон на самом деле не мертв, а просто не может предстать перед нами из-за травм? Спросил Хань Ли. Боюсь, что это, скорее всего, так и есть, ответила Баахуа с кривой улыбкой. В любом случае, хорошо, что нам удалось серьезно ранить клона. Давайте воспользуемся этой возможностью и найдем тело королевы Стимбареров, сказал Хань Ли. На лице Баахуа появилась слабая улыбка, но как раз в тот момент, когда она собиралась ответить, резкий голос внезапно раздался с того места, где не так давно исчезла маленькая девочка. Ты думаешь, что теперь ты в безопасности только потому, что победила меня? Меня Стембарера номер 1? Что за шутка? Уж теперь я повеселюсь. Как только голос затих, вверху появилась гигантская когтистая лапа и злобно схватила Хань Ли и Баахуа. Когтистая лапа раскинула 5 пальцев, охватывая практически все небо, и каждый коготь был более сотни футов в длину, а на его острых кончиках сверкал лазурный свет. Когда когти пронеслись по воздуху, мгновенно появились 5 длинных пространственных разломов, как будто все небо было разорвано на части. Помедленнее, Стембарер номер 2. Оставь немного веселья и для Стембарера номер 3, еще один тревожный голос раздался во всех направлениях. В тот момент, когда Хань Ли услышал этот голос, в его ушах внезапно раздался взрыв смеха, напоминавший соблазнительное дыхание женщины. Его сознание непроизвольно померкло на долю секунды, и движения тоже запнулись. В то же время сверху на него обрушилась массивная серая молния. Благодаря огромному духовному чутью Хань Ли он смог почти сразу оправиться от момента дезориентации, и выражение его лица сразу слегка изменилось при виде серой молнии над головой. Он поспешно вытащил свой зеленый длинный меч, совершенно не обращая внимания на гигантский коготь над ним, когда он создал около дюжины одинаковых проекций, которые разлетелись во всех направлениях. Однако вспышка серой молнии также разделилась на такое же количество дуг, прежде чем устремиться к проекциям, как если бы у нее был собственный разум. Прямо в этот момент Баахуа испустила яростный крик, и ее гвоздь императора Земли увеличился до размера более 10 тысяч футов, прежде чем врезаться в гигантскую лапу наверху. В ответ гигантская когтистая лапа выпустила 5 массивных лазурных клинков, которые с яростной мощью понеслись вниз, по-видимому, совершенно не обращая внимания на массивный гвоздь. Раздался сокрушительный грохот, когда проекции гвоздя и лезвия столкнулись, и обе атаки, казалось, были равны по силе.
Тем временем серая молния неустанно преследовала проекции Хань Ли, и казалось, что молния никогда не исчезнет, пока не убьет свою цель. «Ты действительно думаешь, что этой зловещей молнии будет достаточно, чтобы сбить меня с ног?» Разъяренный голос Хань Ли раздался из всех проекций, и каждая из них выпустила золотую молнию, которая столкнулась с серой молнией, прежде чем немедленно распасться. Что касается серой молнии, то она осталась совершенно нетронутой, за исключением того факта, что она слегка потускнела и продолжала приближаться к проекциям Хань Ли. В тот момент, когда проекции соприкоснулись с серой молнией, первая взорвалась, образовав бесчисленные золотые руны, которые, казалось, равномерно совпадали с серой молнией. Однако одной из проекций был настоящий Хань Ли, и пурпурно-золотистый свет вращался вокруг его тела, когда он наносил яростный удар по приближающейся серой молнии. Раздался сокрушительный грохот, когда белый столб света столкнулся с серой молнией. Глава 2239. Битва против королевы стимбареров. Часть 3. В тот момент, когда молния соприкоснулась с белым столбом света, она была полностью поглощена белым светом, как будто она столкнулась с проклятием своего существования. Однако пурпурно-золотистый свет, окутывающий тело Хань Ли, также довольно заметно потускнел, ясно указывая на то, что он потратил много энергии, чтобы развязать эту атаку. Какое мощное физическое тело! Интересно, как оно по сравнению со стимбарером номер 2? Увидев это, в тревожном голосе прокрался намек на удивление. Хань Ли опустил взгляд вниз и обнаружил, что на поверхности воды внизу появилось совершенно прозрачное насекомое, похожее на жука, которое выглядело так, будто оно было создано из жидкости. Насекомое имело длину более сотни футов и имело глаза разного размера по всему телу, что представляло собой очень пугающее зрелище. Тревожный голос исходил от этого насекомого, и дуги серых зловещих молний вспыхивали между парой его удивительно длинных щупалец. Хань Ли с опаской посмотрел на насекомое и зловещую молнию, а затем внезапно перевел взгляд на Баахуа. В этот момент Баахуа создавала ряд ручных печатей, и по ее приказу массивный гвоздь императора Земли столкнулся с гигантской когтистой лапой наверху. Гигантская когтистая лапа была чрезвычайно устрашающей, но его владелец оставался скрытым в темных облаках над головой. Даже имея всего лишь одну когтистую лапу, он одержал небольшое преимущество над глубоким небесным сокровищем, которым был гвоздь императора Земли. Глядя на гигантскую когтистую лапу, Хань Ли не мог не вспомнить разбитое оружие, которое он видел у входа в зал, где располагалось ядро формации. Если не считать огромной разницы в размерах, когтистая лапа полностью совпадала со знаком когтя, нанесенным на кусок платины высокого зенита, так что его владелец, скорее всего, был тем, кто убил всех охранников. Гвоздь императора Земли поднимал яростные порывы ветра, рассекая воздух, в то время как гигантский коготь с каждым ударом создавал белые пространственные разломы, и они оба оказались в полном тупике. Однако, судя по слегка бледному цвету лица Баахуа, было ясно, что она напрягает себя, постоянно используя гвоздь императора Земли, и что она не сможет поддерживать это долго. Хань Ли на мгновение колебался, прежде чем принять решение. «Брат Се, я оставлю это насекомое тебе. Сначала я собираюсь помочь Баахуа позаботиться о ее враге». Даос Се появился позади Хань Ли среди вспышки серебряной молнии и сказал: «Хорошо, оставь это мне». Секретная техника духовного чувства этого насекомого и губительная молния довольно мощны, но они не будут очень эффективны против меня. Хань Ли приказал ему спрятаться в пространстве, как только началась битва, и только сейчас он снова появился по приказу Хань Ли. В тот момент, когда появился Даос Се, он быстро превратился в гигантского золотого краба размером в 1000 акров. Огромный краб поднял пару массивных клешней, и бесчисленные шары молний быстро материализовались, прежде чем обрушиться на прозрачное насекомое. Мало того, что все эти шары молний были поразительно массивными, внутри них также сверкали бесчисленные серебряные руны. Полупрозрачное насекомое, казалось, пришло в ярость от нападения. Оно издало резкий визг, а затем выпустило из щупалец бесчисленные дуги серых молний, которые столкнулись с шарами молний. Два типа молний взорвались со свирепой силой, осветив все небо серым и серебристым. Все пространство сильно задрожало и постепенно стало раскаленным. Несмотря на огромное тело золотого краба, он мог быстро перемещаться по воздуху, безжалостно выпуская шары молний, но старался не вступать в контакт со своим противником. Полупрозрачное насекомое мелькало в воздухе, словно призрак, и при этом постоянно выпускало серые молнии, разбивая шары серебряных молний. Что касается секретной техники духовного чувства, в которой он был наиболее искусным, она была совершенно неэффективна против марионетки. С другой стороны, Хань Ли снова выпустил свой зеленый длинный меч и проекцию происхождения истинного дьявола, выпустив цепочку гигантских проекций меча в сторону гигантского когтя. Баахуа значительно воодушевилась благодаря помощи Хань Ли, и крошечная розовая гуманоидная фигурка, держащая гигантский розовый цветок, внезапно появилась из макушки ее головы.
Миниатюрная гуманоидная фигура открыла рот, чтобы высвободить розовый ореол света, который резко увеличился в размерах, прежде чем подняться к темным облакам над головой. Владелец гигантской когтистой лапы все это время был скрыт в этих облаках, и с помощью Хань Ли Баохуа наконец смогла напрямую атаковать существо в облаках. В бездонной пропасти в воде внизу пожилой мужчина и женщина в черной мантии тупо смотрели на объект с удивлением в глазах. Объект лежал в самой глубокой части пропасти и представлял собой гигантский набор останков насекомых, девственно-белых, как нефрит, и длиной более 10 тысяч футов. Труп был совершенно неподвижен, но излучал ужасающую ауру и слой серого света. Эта аура была очень похожа на ту, которую испустила маленькая девочка, но несколько отличалась в мелочах. «Это тело королевы Стимбареров?» — нерешительно спросила женщина в черной мантии. «Так и должно быть. Кроме королевы Стимбареров, я не могу вспомнить ни одного существа, чьи останки излучали бы такую устрашающую ауру. Даже тело, которое мы уничтожили ранее, не может сравниться с ним», — ответил пожилой мужчина. Судя по внешнему виду этого трупа, тело королевы Стимбареров должно быть уже давно погибло. Так что же это за существо, с которым мы только что столкнулись? Может быть, оно уже стало настоящим бессмертным, и его душа может жить вечно. Даже без сосуда, предположила женщина в черной мантии. Я не уверен в этом, но в любом случае наша миссия выполнена, и это определенно хорошо для нас. Что касается того, почему ее душа все еще способна процветать, то это, скорее всего, как-то связано с этим трупом, ответил пожилой мужчина с кривой улыбкой. Теперь, когда вы упомянули об этом, это, безусловно, вполне возможно. Я слышала, что существуют некоторые древние секретные техники, которые могут позволить человеку сосредоточить всю свою сущность в части своего тела. Если бы королева Стимбареров использовала такую секретную технику прежде, чем он погибнет, его душа сможет жить какое-то время. «В таком случае, давайте уничтожим этот труп», — сказала женщина в черной мантии, и в ее глазах появился намек на намерение убить. Как только ее голос затих, она сделала хватательное движение, и в ее руке появилось то же чернильно-черное копье, что и раньше. «Подожди». Пожилому мужчине вдруг пришла в голову мысль, и он поспешно попытался остановить ее, но было уже слишком поздно. Черное копье обрушилось на массивный труп черной молнией, ударив в голову туши и отправив бесчисленные тонкие дуги молний, разлетающиеся во всех направлениях. Однако после того, как черная молния погасла, выяснилось, что голова туши осталась совершенно невредимой. Как? Почему? Такое просто невозможно. Это мое копье не является глубоким небесным сокровищем, но ни одно сокровище высшего уровня не может даже сравниться с его силой. Воскликнула изумленная женщина в черной мантии. Прямо в этот момент из туши вырвался сверкающий свет, и бесчисленные золотые и серебряные руны вырвались наружу, прежде чем вращаться вокруг него. Что-то не так с этими останками. Закричал пожилой мужчина, когда выражение его лица резко изменилось, и он немедленно швырнул в воздух свой значок «Мириады зверей», который превратился в мерцающие нефритовые врата. Затем он быстро наложил ручную печать, и бесчисленные чудовищные проекции в безумии вылетели из нефритовых врат. Женщина в черной мантии тоже была очень встревожена, когда она подняла обе руки вверх, вызывая проекцию черной девятиголовой змеи с пурпурно-черными раздвоенными языками. Проекция открыла свои 9 пастей, выпустив обширное пространство фиолетового дьявольского пламени, устремившееся к трупу. Пурпурное пламя источило неприятный запах, и окружающее пространство мгновенно приобрело черный оттенок, как будто оно было заражено пламенем. Не сумев уничтожить труп копьем, женщина в черной мантии немедленно высвободила еще один из своих козырей — оадское заражающее пламя. Это пламя было очищено из 81 вида чрезвычайно ядовитой ци из нескольких миров, и если бы человек уловил его запах даже на расстоянии сотен километров, он немедленно погиб бы. Что касается живых существ, которые вступили в контакт с этим пламенем, то не только их тело распались бы в грязную жидкость, но даже их души были бы заражены, что сделало бы невозможным их перевоплощение. Это пламя всегда было самым мощным козырем женщины в черной мантии, но, к сожалению, его ресурс был ограничен, поэтому чем больше она использовала, тем меньше у нее оставалось. Таким образом, она раскрывала этот козырь только тогда, когда это было абсолютно необходимо. Море фиолетового пламени и бесчисленные звериные проекции мгновенно затопили труп целиком, но труп внезапно зашевелился, начал тревожно кудахтать и внезапно шевельнул двумя руками, выпустив взрыв невидимой силы. Все дьявольское пламя и звериные проекции держались на расстоянии нескольких десятков футов от туши, как будто они ударились о непроницаемую стену. Звериные проекции самодетонировали один за другим, в то время как дьявольское пламя бушевало в безумии, но все они были надежно удержаны. Тем временем труп продолжал кудахтать, шатаясь, поднимался на ноги. Глава 2240. Грозный труп. Быстро. Мы должны уничтожить его сейчас. Нельзя медлить.
Ее аура становится все более и более мощной, поэтому она, должно быть, восстанавливает свои силы. Отчаянно крикнул пожилой мужчина, направляя свое духовное чувство к трупу. Затем он исчез на месте, а затем снова появился на расстоянии более 1000 футов. Сразу после этого он положил руку на макушку своей головы, выпустив вспышку синего света, внутри которой сидела миниатюрная гуманоидная фигурка, полностью идентичная ему. Как только миниатюрная гуманоидная фигурка появилась, из ее тела вылетела нитка синих бус. Каждая бусина была размером всего с большой палец, но они были чрезвычайно глубокого синего цвета с безупречно гладкой поверхностью. Внезапно по приказу пожилого мужчины бусинки превратились в светящиеся шары размером с колеса телеги, а затем с невероятной разрушительной силой полетели в сторону гигантского трупа. Что касается женщины в черной мантии, она яростно стиснула зубы, прежде чем превратиться в облако малинового тумана, которое исчезло в проекции девятиголовой змеи позади нее. Сразу после этого ци мирового происхождения из бездны в безумии хлынула в проекцию девятиголовой змеи, позволив ей мгновенно принять материальную форму. В этой форме у змеи была великолепная разноцветная чешуя, но ее 9 голов были красными, как кровь, и она снова открыла свои пещеристые пасти, чтобы высвободить пурпурное дьявольское пламя, которое было в несколько раз чище того, что было выпущено раньше. Несмотря на то, что труп еще не начал никаких атак, чувство давления, которое он излучал, поразило их обоих в сильном предзнаменовании дурного предчувствия. Труп медленно поднялся на ноги. Он сильно раскачивался из стороны в сторону. Казалось, он еще не вернулся в нормальное состояние, поскольку его движения все еще были довольно неуклюжими и неловкими. Дюжина или около того шаров синего света врезались в невидимую стену рядом с трупом, вызвав серию потрясающих взрывов, которые послали мощные ударные волны, разразившиеся во всех направлениях. Эти светящиеся шары не выглядели такими уж примечательными, но все они были наделены невероятной силой. Гигантский труп без промедления поднял руки, чтобы защитить себя, но каждый взорвавшийся шар света все равно отбрасывал его назад на шаг. Сделав около дюжины шагов назад, невидимая стена вокруг него наконец раскололась, а его гладкие, похожие на нефрит передние конечности быстро покрылись бесчисленными тонкими трещинами. Прежде чем гигантский труп успел что-либо сделать, прибыла и девятиглавая змея, прежде чем превратиться в 9 огненных цепей, которые плотно обвились вокруг массивного трупа. Лилово-черные цепи пламени излучали невероятно ёдкую ауру, мгновенно оставляя на трупе глубокие черные раны. Около дюжины световых шаров также начали бомбардировать гигантский труп со всех сторон. Перед лицом их совместных атак гигантский труп был отброшен на заднюю ногу, и пожилой мужчина и женщина в черной мантии были в восторге, увидев это. Прямо в этот момент над массивным трупом среди всплеска пространственных колебаний появилась изящная фигура. Пожилой мужчина и женщина в черной мантии сосредоточили взгляд на маленькой фигурке, и их лица мгновенно побледнели. Маленькая фигурка была никем иным, как маленькой девочкой, созданной душой королевы Стимбареров. Разве ее не держали на расстоянии Баахуа и остальные? Как она вдруг появилась здесь? Пожилой мужчина и женщина в черной мантии могли только продолжать атаковать труп, при этом очень опасаясь маленькой девочки. Лицо маленькой девочки было явно бледнее, чем раньше, и она полностью проигнорировала пожилого мужчину и женщину в черной мантии, когда повернулась к трупу, прежде чем сказать что-то голосом, который был очень приятен для ушей. Однако ни пожилой мужчина, ни женщина в черной мантии не смогли понять, что она говорит. После того, как гигантский труп услышал, что сказала маленькая девочка, вокруг трупа появился слой белого света, и он поднял голову, несмотря на атаки синих шаров света, полностью игнорируя пылающие цепи. Затем он сосредоточил свой взгляд на маленькой девочке и ответил на том же неизвестном языке. Гигантский труп говорил беспечно и неторопливо, но маленькая девочка, казалось, была очень недовольна, и ее голос резко повысился на несколько октав, как будто она спорила с гигантским трупом. Пожилой мужчина и женщина в черной мантии были весьма озадачены, увидев это, но они также воспользовались этой возможностью, чтобы атаковать труп еще более энергично. Шары синего света ускорились примерно в 2 раза и облетели труп, словно падающие звезды. Тем временем острые шипы вырвались из поверхности огненных цепей, глубоко вонзаясь в гигантский труп и разъедая ее заметно большей скоростью. Конечно, в качестве меры предосторожности против потенциального возмездия со стороны трупа и маленькой девочки, пожилой мужчина и женщина в черной мантии скользнули обратно. Однако, к их большому удивлению, труп вообще не обратил на них внимания и просто продолжал общаться с маленькой девочкой на незнакомом языке. Маленькая девочка была очень настойчива и взволнована, тогда как труп был очень спокоен и даже излучал немного самодовольства, создавая очень странный контраст. Внезапно на лице маленькой девочки появилось свирепое выражение, и она указала пальцем вниз. На кончике ее пальца появилось пятнышко черного света, которое резко увеличилось в размерах, став чрезвычайно ярким, как будто могло поглотить весь свет в близлежащей области. Вся ци мирового происхождения во всей подводной бездне вспыхнула в безумии, и обрушился взрыв чрезвычайно грозной силы законов. Это закон времени.
Зарождающаяся душа пожилого человека поместилась на макушке его головы, и на ее лице сразу же появилось выражение ужаса. Что касается девятиглавой змеи, в которую превратилась женщина в черном одеянии, она мгновенно разорвала 9 пылающих цепей во рту, затем отскочила на несколько тысяч футов, прежде чем, наконец, настороженно остановилась. Самостоятельный побег мог привлечь внимание маленькой девочки и подвергнуть ее серьезной опасности. В противном случае женщина в черной мантии вообще скрылась бы с места происшествия. После того, как маленькая девочка применила свой закон времени, массивное тело слегка задрожало и начало говорить немного быстрее, по-видимому, довольно настороженно относясь к маленькой девочке. Маленькая девочка также начала говорить более настойчиво, и несколько мгновений спустя гигантский труп, похоже, получил какое-то сотрясение мозга, когда открыл рот, чтобы выпустить невероятно большой чернильно-черный кристалл размером с дом. На лице маленькой девочки появилось довольное выражение, и черный свет на кончике ее пальца исчез, когда она приблизилась к черному кристаллу. Однако, как раз в тот момент, когда она собиралась ступить на кристалл, чрезвычайно устрашающая аура внезапно вырвалась из тела гигантского трупа, и он вырвался из пылающих цепей, прежде чем взмахнуть конечностью в воздухе, разрезая все окружающие синие шары света. Гигантский труп рассек их пополам и заставил взорваться. Увидев это, на лице маленькой девочки появилось разгневанное выражение, и черный свет на кончике ее пальца снова появился, когда ее тело размылось, готовясь телепортироваться прочь. Однако массивный черный рот, наполненный острыми клыками, внезапно открылся на чернильно-черном кристалле внизу и мгновенно проглотил маленькую девочку, прежде чем полететь обратно в пасть гигантской туши. Пожилой мужчина и женщина в черной мантии были ошеломлены, увидев это, и после короткого разговора зарождающаяся душа Стэмберера номер 1 вернулась в его тело, а вторая вернулась обратно в свою человеческую форму. Затем они оба сразу же скрылись вместе. Только что ставшие свидетелями того, как труп так легко развеял их козыри, они поняли, что такой грозный противник им не ровня, и им оставалось только сбежать, чтобы воссоединиться с Баахуа и остальными. Однако в тот момент, когда они решили бежать, точки света внезапно сошлись в массивных глазницах гигантского трупа, образовав два шара черного пламени. Затем он закудахтал, дважды указывая пальцем вдаль, и два шара черного света появились и исчезли во вспышке. Сила закона времени мгновенно снова появилась, чтобы окутать пожилого мужчину и женщину в черной мантии, и внезапно они оба почувствовали, как их окружение превратилось в неузнаваемый водоворот. Как только окружающая местность снова успокоилась, они обнаружили прямо перед собой гигантский белый череп, оценивающий их со зловещим выражением лица. Они оба вернулись туда, где труп находился под действием закона времени. Они, естественно, были крайне встревожены этим, но прежде чем они успели что-нибудь сделать, туша уже открыла свою пещеристую пасть, чтобы сожрать их. В воздухе над водой дьявольский Хань Ли в настоящее время выдергивал руку, испещренную серебряными образованиями, из тела Стэмберера с человеческим лицом и лазурным экзоскелетом. Стэмберер имел длину более 1000 футов и пару массивных передних конечностей, которые были в несколько раз больше его собственного тела. Как только Хань Ли убрал руку, передние конечности Стэмберера внезапно обвисли, как пара воздушных шаров, мгновенно вернувшись обратно к тому же размеру, что и все остальные его конечности. Хань Ли опустил взгляд вниз, и на его лице появилось озадаченное выражение, когда он не обнаружил никаких следов крови, вытекающей из тела Стэмберера.